Всем привет, всем здравствуйте! С вами снова Ярослава Геринг и наше парфюмерное экстрасенсорное видео. Кто со мной еще не знаком, я живу в Швейцарии, занимаюсь парфюмерией, поскольку я парф-любитель, у меня очень большая коллекция нишевой парфюмерии, но кроме этого я экстрасенс, и поэтому рассматриваю ароматы с точки зрения экстрасенсорики, магии, мистики. У меня есть свой сайт intuitia.com, и если кому интересно посмотреть, чем я занимаюсь на экстрасенсорном поприще, заходите, буду очень рада. У меня есть много видео, связанных как с экстрасенсорикой, так и с парфюмерией, и я связываю эти два направления, в общем-то, в одно, потому что ко всему нужно иметь какую-то страсть. Я думаю, что все то, чем мы занимаемся каждый день, может быть началом определенного направления в магии. И наши страсти, наши хобби может привести нас к тому, что мы будем раскрывать в себе таланты и способности и к слушанию духовного мира или мира, который нас окружает с точки зрения тонких энергий, ясновидение, яснослышание, яснообоняние, ясночувствование. В общем, добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, мне будет очень приятно увидеть, сколько любителей у нас находится как в парф направлении, так и в направлении экстрасенсорики. Итак, сегодня у нас на обзоре будут два аромата. Я уже делала рубрику, когда я рассматривала ароматы на картах. Это было очень интересно. То есть я рассказывала одной девушке, которая мне прислала свои отливантики на обзор, на слепые затесты, и я через ароматы, которые есть у нее в коллекции, рассказала о ней. Я увидела, что ответ был очень даже положительный. Ну и интересно, вот эти два аромата новых, которые ко мне пришли, если они есть у вас в коллекции, я на каждый аромат дам свой обзор и посмотрю на картах. Что вы из себя представляете, если вы носите эти ароматы? И это не я буду говорить, это будут говорить карты. То есть у нас действительно сегодня будет экстрасенсорно-парфюмерное видео. Итак, поехали. Мой любимый бренд Амуаж. У меня уже большая коллекция Амуаж, но я на этом не останавливаюсь. Классика у меня тоже есть, но не вся. И вот я добралась наконец-то до Reflection. Наверное, потому что у нас здесь в Швейцарии сейчас летом такая жарища, и вот захотелось что-то свеженького. Но эти два рефлекшена у меня мужской и женский, и они ко мне пришли уже в новом оформлении. То есть не ожидайте, что вы увидите квадратные коробочки старого образца. Это сейчас все по-новому. Вот они, красавчики. Это Reflection Man и это Reflection Woman. Я ношу мужские ароматы. Я с ним познакомилась, с этим мужским парфюмом, через Отливанты. Для меня это все унисекс, что этот могут носить мужчины, что этот могут носить женщины. Поэтому вот буду поливаться обоими ароматами, и, может быть, даже будет возможность их как-то наслоить один на другой, я не знаю. В общем, сейчас начнем открывать эти ароматы, и на каждый из них я сделаю расклад на картах. Итак, первый. Начнем с женского. Видя, что у меня по большей части женская аудитория, начну с женщинами, потому что мужчины, вас прошу немножко набраться терпения и подождать, пропуская женщин вперед. Итак, распаковываем этот аромат, эту коробку. И давайте, так, микрофон, будем сейчас ее каким-то образом оттуда доставать. Вот, вот так. Ох, какая красивая коробка. Очень красиво все. Ну, я так хотела такую квадратненькую, но уже все, все. Поезд ушел, как говорится. Переобулись амуажики в новые коробочки.
вот такой вот красивый, не заляпанный еще. Мы знаем, что это такой зеркальный флакон, зеркальный серебряный флакон. Ну, давайте сейчас его попробуем уже, наверное, все-таки. Наносить буду сразу на себя. Очень красиво. Очень красиво. Начинаем. Зелененькие огурчики. Что же нам заявляет бренд вообще об этом аромате? Что он... Это вообще 2006 год, но я слышу цветы белые. Очень красивые белые цветы. На моей коже немного огурцов. Вот был вот с самого начала какой-то огуречек, но сейчас нет. Ой, боже мой, какой он красивый. Жасмин, фрезия, зеленые листья, амбра, сандал, кедр, магнолия. Ох, красота, красота. Кто из вас имеет этот аромат в вашей коллекции, пожалуйста, сообщите мне. Знаете, почему я еще его взяла? Не просто потому, что лето, но я их хочу разносить. А разнашивать я их буду в очень странном месте. Разнашивать я их буду в Англии. Я каждый год езжу на курсы, так сказать, повышения экстрасенсорной медиумической квалификации в Англию, Артур Финлей колледж. Там будет неделя с переводом на итальянский язык. Я у себя здесь говорю на итальянском языке. Я живу в итальянской части Швейцарии, прям вот минут 40 на машине, 50 до Милана. И там в той атмосфере Англии, в колледже, где мы занимаемся медиумизмом, в Англии такой немножко влажный климат. Вот я думаю, что он там может показать себя с другой стороны. Поэтому я его возьму с собой и потом сделаю вам обязательно обзор из всех ароматов, которые я взяла с собой в колледж. У меня уже был такой обзор в прошлом году. Вы можете по ссылочке посмотреть, что это такое, что это за колледж. Итак, начнем. У кого есть такой аромат? У меня карты Мадемуазель Ленорман. Я очень люблю работать с этими картами. У меня много разных колод, но эту я люблю больше всего. Это классический Ленорман. Итак, давайте посмотрим. Подготовьтесь, приготовьтесь услышать про вас что-то новенькое и интересное. Я настраиваюсь на колоду, я настраиваюсь на вас. И давайте сейчас посмотрим, какие же у вас есть характеристики, человеческие, характерные. Если у вас есть этот флакон, вот что вы за человек? Давайте посмотрим. Я прямо буду вам показывать сразу. Первая карта. Так. Ну, во-первых, это зеленый аромат. И это карта клевер. Карта клевера – это вообще карта счастья и карта исполнения желаний. Это когда удача на вашей стороне, и не просто одна удача, а много разных удач. В смысле, что бы вы ни задумали, у вас будет получаться. Может идти прямо такая удачливая серия разных ситуаций. Он вот такой вот зеленый. То есть людям вообще нравится иметь в коллекции зеленые ароматы. Но эта карта иногда показывает карту зависимости. Очень странно, но эта карта относится и к шаманам, и к зависимости людей, например, которые вот на всякую зелень падки, но они падки и, например, покурить травку. Вот так вот. У меня иногда в раскладах такое выпадает. То есть это коллекционер, который коллекционирует в основном свежие зеленые ароматы. Это человек счастливый, потому что кому нравится свежесть, он пытается не накапливать никаких проблем в своей жизни, а решать их вот по мере поступления. Пришла проблема, решили, и все. И опять свобода, и опять зелень, весна и так далее. Так что вы очень счастливые люди. Вот так вот. Очень интересно. Теперь и у меня в коллекции тоже есть этот аромат. Значит, мне надо купить еще какой-нибудь зеленый флакон, в смысле с зеленью, поскольку у меня все-таки больше гурманских ароматов. Но я сейчас, может быть, это период такой, перехожу, в общем-то, на какие-то свежачки. Это хоть и свежий аромат, но это все-таки амуаж. Поэтому, друзья мои, это будет и шлейфово, и огуречно, и стойко.
Далее мужской. Я его пробовала. Боже мой, как он мне понравился. Это действительно унисекс. Поэтому я говорю мужской, потому что он так заявлен в линейке. Я все-таки думаю, потому что это арабский бренд. Хоть он и нишевый, а ниша обычно не разделяет на мужское и женское, но в арабской линейке в этой разделено. Ну, во-первых, потому что бренд, он существует с 1980 какого-то года, 86-85. Поэтому в те времена это было обязательно. И плюс мы говорим об арабских странах, где разделение на гендер вообще очень даже приветствуется. Вы прекрасно знаете, как вообще арабские мужчины относятся к женщинам. Они не хотят никакого равноправия, и поэтому это в их культуре. Кто-то говорит, что бренд – это люкс. Этот бренд люксовый, это high люкс, потому что вот такое вот разделение на гендер. Но нет, это все-таки ниша. У них, кроме парфюмов, они, могут они выпустить какие-то свечки, парфюмированную воду для помещения. Это у меня все есть, но они не шьют никакую одежду, поэтому это все-таки ниша. А разделение на гендер – это культура. Во всяком случае, я это вижу с этой стороны, и для меня это абсолютно не люкс. Итак, мужской, сейчас мы его с вами раскроем и посмотрим. Красивая коробка, боже ж мой. Вот такая вот черная. С одной стороны, с другой стороны. Амуаж, амуаж. Что ж такое, я всю микрофон задеваю. Так, смотрим. Вот он. Амуаж, Reflection, Men. Но я знаю, что я его буду носить. У меня есть, конечно, мужчины в семье, но по парфюмерии все-таки я больше, чем они. И сейчас нанесу этот аромат на себя, на другую руку. Ох, какой он красивый. Он очень красивый. Это тоже 2006 год. Это уже другой парфюмер. Если Reflection делал Морис Руссель, то этот делал Лука Сайзак. Боже мой. Нет, это унисекс. Это, конечно, не мужское. Немножко специй, заявлен розмарин. Да, может быть. Здесь тоже есть жасмин, нероли. Они разные, но они оба очень-очень красивые. Розовый перец, петит грейн, жасмин нероли, корень ириса, иланг-иланг, сандал, ветивер, кедр и пачули. Бог мой, как он мне нравится. Он мне даже зашел немножко больше, если честно, чем женский Reflection. Но они разные, разные. Здесь нельзя сказать, что что-то одно. Этот более свежий женский, а мужской он более сладкий и специевый. Если женский зеленая фрезия, водная фиалка, прям вода, такой красивый, огуречный, то здесь это специи и в сладость, и в сандал. Боже ж мой. Так, дальше смотрим. Те, у кого есть мужской амуаж. Это, конечно, могут быть мужчины, но могут быть, как и я, женщины. Посмотрим, что за характер у вас. Так, что за характер у вас? Боже ж мой, очень красиво. Достаем. Ох, вот это вот очень интересно. Это карта, кармическая карта. Во-первых, это люди, у которых карма работает постоянно. Они постоянно попадают в какие-то кармические ситуации. Может быть, эти ситуации были связаны с прошлыми жизнями, или у них очень быстро приходят последствия от их поступков. То есть карма что это? Это последствия поступков. И здесь все это продвигается достаточно быстро. То есть что сделали, то и получили сразу. Но это неплохо. То есть не надо ждать следующей жизни, чтобы что-то отработать. Соврали, получили по мозгам сразу. Вот. Так что осторожно. И плюс эта карта связана еще и с верой.
То есть это люди, у которых есть какая-то своя духовность. Это может быть религия, а может быть просто человек интересуется какими-то духовными практиками. Это может быть рейки, это может быть связь с духовным миром через молитву, через медитацию. В общем, это очень интересные люди, которые получают по заслугам, и, может быть, поэтому они идут по стезе, не то что эзотерики, ну, по стезе духовности, чтобы отработать все это, чтобы все это отработать. Поэтому, дорогие духовные создания, помогите мне, пожалуйста, справиться с этой ситуацией, потому что я получил по мозгам. Начинается все с этого, а потом люди увлекаются и, может быть, даже становятся очень приличными эзотериками, если хотят. Так что пусть в вашу душу зайдут новые верования, верьте во что хотите вы, то есть я никому не навязываю свое мнение, это только вот такой обзор. А так как у меня сейчас в коллекции появились эти два аромата, эти же карты относятся и ко мне тоже. А так как я экстрасенс, то есть я себя в этом вижу, и действительно у меня все очень быстро проходит на уровне кармы. Это действительно вот что я сделала, и тут же сразу вижу результат. Ну, может быть карма, а может быть дарма. Потому что дарма– это тебе возвращается то хорошее, что ты сделал, потому что последствия могут быть как от плохих поступков, так и от хороших. Правильно? Вот. Так что получил то, что заслужил. Делаешь добро, получаешь добро. Поэтому, дорогие уважаемые хейтеры, если у вас в коллекции есть Reflection Man, получите по мозгам. Так вот. Так что это не только ко мне относится, это относится вообще к любым людям, которые пытаются заняться каким-то хорошим делом, донести до вас информацию о парфюмах или о чем-нибудь другом, и сидят хейтеры и говорят, ты там говно, ты там туда-сюда, и вообще иди ты нафиг. Чего зашел тогда, спрашивается. Правильно? Вот. Поэтому если у вас в коллекции есть амуашмен, вы получите по мозгам. И не обязательно от блогера. Вообще от жизни. Кто-нибудь с вами поступит точно так же. Так что, друзья мои, колесо самсары вращается, реинкарнации продолжаются, карма работает, поэтому будьте добры с другими людьми. А я с вами на сегодня прощаюсь и ждите следующего обзора, где я эти ароматы буду носить в обстановке медиумизма. Интересно будет послушать. А духом понравится этот парфюм? Чао. Всем пока.